Что может скрываться на дне самой глубокой точки планеты, где давление раздавит человека за секунду? В 2023-м японские рыбаки подняли сеть с глубины 10 километров возле Марианской впадины и обнаружили существо, которое не должно было там находиться. Прозрачная кожа, светящиеся органы и зубы длиной с палец. Это создание выглядело как порождение ночных кошмаров. Но самое жуткое обнаружилось позже, когда ученые вскрыли его желудок. Внутри оказались предметы, происхождение которых заставило исследователей пересмотреть все, что они знали о глубоководных обитателях. Это был не единственный странный улов из бездны. Капитан траулера Хироси Танака сначала решил, что в сеть попал кусок изуродованной медузы. Прозрачное тело длиной около метра извивалось на палубе, оставляя за собой слизистый след. Но когда существо развернулось, команда отшатнулась. У этой твари была голова. Огромные черные глаза занимали треть черепа, а челюсть, усеянная иглоподобными зубами, судорожно открывалась и закрывалась. Рыбаки выловили это создание на глубине 9800 метров, используя специальную сверхпрочную сеть для глубоководных исследований. Обычные снасти на такой глубине просто разорвало бы давлением в 1000 раз превышающим атмосферное. Танака немедленно связался с морским институтом в Токио и получил указание поместить находку в холодильную камеру с морской водой. Когда ученые прибыли на судно через 6 часов, существо все еще было живо. Доктор Кензи Ямамото, ведущий специалист по глубоководной фауне, не смог определить вид. У твари были признаки удильщика. Светящиеся органы вдоль тела, но строение скелета напоминало древних целокантов, которых считали вымершими миллионы лет назад. Самым странным оказалось содержимое желудка. При вскрытии обнаружили фрагмент пластиковой бутылки с едва читаемой надписью на английском, металлическую пластину непонятного назначения и нечто похожее на обломок электронной платы. Углеродный анализ показал: пластику не больше 5 лет. Существо поднималось с глубины 10 километров к поверхности за пищей и возвращалось обратно. Физиология твари делала это невозможным. Ее тело было приспособлено к чудовищному давлению глубин. При подъеме на поверхность внутренние органы должны были разорваться. Тем не менее, анализ тканей показал следы многократных перепадов давления. Это существо каким-то образом научилось путешествовать между мирами, из абсолютной тьмы бездны к солнечному свету поверхности. Ото сделал еще одно открытие. В мозговой ткани обнаружили странные кристаллические образования, которые не встречались ни у одного известного морского животного. Эти кристаллы пульсировали слабым биолюминесцентным светом даже после смерти особи. Анализ ДНК поставил научное сообщество в тупик. Генетический код существа содержал последовательности, которые не встречались ни у одного известного организма на Земле. Более того, 23% генома вообще не поддавались расшифровке существующими методами. Профессор Ямамото отправил образцы в лаборатории Стэнфорда, Оксфорда и Института океанологии в Москве. Все 3 независимые экспертизы подтвердили, перед ними неизвестная форма жизни. Доктор Элизабет Чен из Калифорнийского университета обнаружила в клетках твари митохондрии совершенно нетипичного строения. Вместо обычного производства энергии через кислород, эти органеллы использовали процесс, основанный на сероводороде и метане. Именно эти газы в изобилии присутствуют на дне Марианской впадины возле гидротермальных источников. Но самое невероятное, эффективность этого процесса превышала обычный метаболизм в 400 раз. Российский биолог Андрей Соколов сделал еще более шокирующее открытие. Те самые кристаллы в мозговой ткани оказались органическими компьютерами. Они хранили информацию подобно жесткому диску, но плотность записи превосходила лучшие человеческие технологии в 1000 раз. Соколов предположил, что существо обладало памятью, охватывающей сотни, а возможно и 1000 лет жизни. Возраст самой особи определили по кольцам роста на хрящевых тканях – 470 лет. Это создание родилось еще при Петре I и все это время обитало в абсолютной темноте на глубине, где температура держится на уровне 2 градусов выше нуля. Через неделю после первой находки японские рыбаки выловили еще 3 подобных существа. Все они были пойманы в радиусе 15 километров от первоначальной точки. Второй экземпляр оказался крупнее, почти 2 метра в длину, а в его желудке нашли останки глубоководной рыбы неизвестной науки. Третье существо несло на теле странные шрамы, параллельные линии, слишком ровные, чтобы быть естественными. Четвертая особь превзошла все ожидания. В спине обнаружили нечто похожее на паразита размером с кулак. При ближайшем рассмотрении выяснилось, это не паразит, а симбиотический организм. Он вырабатывал вещество, которое позволяло основному существу выдерживать перепады давления при всплытии. Химический анализ показал наличие соединений, способных мгновенно менять плотность тканей. Ото понял, эти создания не одиночки. Где-то на дне Марианской впадины существует целая популяция.
Международная экспедиция опустила глубоководный батискаф на дно впадины ровно через месяц после первого улова. Пилот Джеймс Кэмерон, младший племянник знаменитого режиссера, вел аппарат на глубину 11 тысяч метров. Прожектора выхватывали из кромешной тьмы причудливые формы, скалистое дно, покрытое белым бактериальным ковром, и странные конусообразные структуры высотой с трехэтажный дом. Эти конусы оказались постройками. Их стенки состояли из спрессованного ила, скрепленного органическим веществом, которое твердело под давлением воды крепче бетона. Внутри каждой структуры зияло входное отверстие диаметром около метра. Кэмерон направил батискаф к ближайшему конусу и замер. Из отверстия высунулась знакомая прозрачная голова с огромными черными глазами. Существо наблюдало за батискафом около минуты, затем выплыло наружу. С ним последовали еще 7 особей разного размера. Самая крупная достигала 3 метров в длину. Они окружили аппарат, но не проявляли агрессии. Одно из существ коснулось щупальцем иллюминатора, и биолюминесцентные органы на его теле вспыхнули серией импульсов. Короткие, длинные, снова короткие. Доктор Мария Гонсалес, наблюдавшая за погружением с исследовательского судна, немедленно запустила анализ световых импульсов. Компьютер выявил повторяющиеся паттерны. Существа общались между собой при помощи света, создавая сложный язык из различных комбинаций вспышек. Более того, когда одна особь коснулась другой, их биолюминесценция синхронизировалась, словно они обменивались информацией напрямую. Кэмерон развернул батискаф и обнаружил целое поселение. Не менее 50 конусов, выстроенных концентрическими кругами. В центре возвышалась структура вдвое выше остальных, украшенная странными спиральными узорами. Это была архитектура, разумная архитектура на дне океана. Манипулятор батискафа взял пробу грунта возле одной из построек. Анализ показал присутствие обработанного металла, крошечные фрагменты железа и меди, явно принесенные сюда целенаправленно. Существа собирали обломки затонувших кораблей и использовали их для укрепления жилищ. Внезапно все особи одновременно развернулись в одну сторону и устремились прочь от батискафа. Их движения были синхронными, как у стаи птиц. Кэмерон повернул прожектора в том же направлении и увидел причину паники. Из-за скального выступа выплывало нечто массивное, тело длиной не менее 10 метров, усеянное шипами. Челюсти, способные перекусить батискаф пополам. Это был хищник, охотящийся на разумных обитателей бездны. Существо атаковало один из конусов, разрушая стену мощными ударами хвоста. Изнутри вылетели 3 небольшие особи, но хищник был быстрее, его челюсти сомкнулись на одной из них. Научное сообщество разделилось на 2 лагеря после публикации результатов экспедиции. Профессор Ричард Доукинс из Кембриджа назвал находку величайшей мистификацией века и потребовал независимой проверки всех материалов. Он утверждал, что видеозапись из батискафа смонтирована, а образцы тканей подделаны в лаборатории. 23 ведущих биолога подписали открытое письмо с требованием отозвать все публикации. Доктор Ямамото предоставил для анализа 4 живых особи, которые содержались в специальных резервуарах высокого давления в Токийском институте. Скептики прибыли с собственным оборудованием и провели 3-дневное обследование. Профессор Анна Петровская из Санкт-Петербурга лично взяла образцы ДНК и отправила их в 6 независимых лабораторий по всему миру. Результаты совпали. Генетический код не принадлежал ни одному известному виду. Тогда противники находки сменили тактику. Заявили, что существа — результат глубоководной мутации обычных рыб под воздействием радиации от затонувших подводных лодок. Действительно, на дне Тихого океана покоились останки как минимум 8 атомных субмарин. Но анализ тканей не выявил повышенного радиационного фона. Более того, генетические изменения такого масштаба невозможны за несколько поколений даже при сильном облучении. Актер Майкл Стоун из BBC получил разрешение спуститься в батискафе и снять документальный фильм. Он провел на дне 6 часов, записав более 100 минут видео высокого разрешения. Зафиксировали, как существа строят новый конус. Они приносили куски породы и укладывали их по спирали, скрепляя выделениями из специальных желез. Процесс требовал координации между десятком особей. Стоун заметил нечто, что ускользнуло от внимания ученых. Возле центральной структуры на дне лежали предметы, явно принесенные с поверхности. Средневекового корабля, покрытые ракушками. Бронзовая пушка с выбитой датой 1789 год. Фрагмент самолета с опознавательными знаками японских военно-воздушных сил времен Второй мировой. Существа коллекционировали артефакты человеческой цивилизации. Главное открытие ждало в самом конце погружения. Манипулятор батискафа поднял со дна металлическую табличку размером с ладонь. Различались выгравированные символы. Не иероглифы, не буквы, а геометрические фигуры, соединенные линиями. Лингвист Дэвид Джао потратил 2 месяца на расшифровку и пришел к ошеломляющему выводу. Это была письменность. Примитивная, но однозначно созданная разумом для передачи информации.
Табличку датировали методом коррозионного анализа. Металл пролежал на дне не менее 300 лет. Получалось что цивилизация глубоководных существ развивалась параллельно человеческой, оставаясь абсолютно неизвестной наземным обитателям. Они наблюдали, как над их головами тонут корабли, падают самолеты, опускаются исследовательские зонды, и все это время хранили молчание. Адмирал Томас Хэррис из Тихоокеанского флота США созвал экстренное совещание в Пентагоне через неделю после публикации результатов о письменности. Военные аналитики представили доклад, который заставил присутствующих побледнеть. Гидролокаторы подводных лодок зафиксировали странную активность на глубинах от 8 до 11 тысяч метров по всему Тихому океану. Сигналы исходили одновременно из 17 точек. Возле Марианской впадины, Филиппинского желоба, разлома Тонга и даже у берегов Чили. Капитан атомной подлодки «Вирджиния» Роберт Митчелл доложил о контакте с неопознанным объектом на глубине 9000 метров. Сонар показал группу из 30 целей, движущихся строем со скоростью 20 узлов. Такая скорость на этой глубине противоречила всем законам гидродинамики для известных морских существ. Когда подлодка попыталась приблизиться, объекты мгновенно рассредоточились и исчезли с экранов. Океанолог Франсуа Дюбуа из Французского института морских исследований обнаружил тревожную закономерность. Все 17 точек активности располагались над подводными вулканами или гидротермальными источниками. Именно там температура и химический состав воды позволяли существам получать энергию из сероводорода. Но самое опасное, 6 из этих точек находились в непосредственной близости от трансокеанских оптоволоконных кабелей, по которым передавалось 99% мирового интернет-трафика. 23 августа связь между Азией и Америкой внезапно прервалась на 40 минут. Телекоммуникационные компании списали инцидент на технический сбой. Поняли поврежденный участок кабеля с глубины 8000 метров, инженеры обнаружили следы, несовместимые с естественным износом. Щитная оболочка была разрезана с хирургической точностью, словно кто-то изучал внутреннее устройство. Кэтрин Уэллс из Массачусетского технологического института провела эксперимент с одной из содержащихся в неволе особей. Она поместила в резервуар простой механический замок и наблюдала за реакцией. Существо изучало предмет в течение 2 часов, ощупывая щупальцами каждую деталь. Затем, к изумлению исследователей, оно методично начало манипулировать механизмом. Через 20 минут замок открылся. Уэллс усложнила задачу, предложив электронный кодовый замок с дисплеем. Существо не имело представления об электричестве или цифрах, но его действия не были хаотичными. Оно систематически нажимало кнопки, запоминая результаты. На 137-й попытке замок открылся. Скорость обучения превосходила показатели дельфинов и приматов. Генерал Дэвид Кларк, глава стратегического командования, поднял вопрос о потенциальной угрозе. Если эти существа способны к обучению и координированным действиям, что помешает им саботировать подводную инфраструктуру? Энергетические кабели, нефтепроводы, военные датчики – все это уязвимо на больших глубинах, куда человек не может добраться без специального оборудования. Профессор Ямамото выступил против военного подхода. Он настаивал, существа не проявляли агрессии, они просто изучали окружающий мир. Повреждение кабеля могло быть случайностью или попыткой понять природу странного объекта на их территории. Его голос утонул в хоре тех, кто требовал превентивных мер. Комплекс «Аквариум-17» располагался на глубине 200 метров под островом в Карибском море. Официально эта база не существовала. Агентство передовых оборонных исследовательских проектов переправило туда 3 живые особи глубоководных существ в герметичных капсулах высокого давления. Доктор Сьюзен Райт, специалист по боевым биотехнологиям, получила неограниченный бюджет и карт-бланш на любые эксперименты. Первые результаты превзошли ожидания. Органические кристаллы из мозговой ткани существ сохраняли информацию при температуре до 300 градусов и оставались стабильными в условиях экстремального излучения. Райт создала прототип накопителя данных размером с монету, способный хранить объем информации, равный всем серверам Гугла вместе взятым. Мы увидели потенциал для неуязвимых систем связи. Китайская лаборатория в провинции Хайнань пошла другим путем. Профессор Ли Вэй изучал метаболизм существ и обнаружил вещество, позволяющее клеткам выдерживать чудовищное давление. Синтезированное соединение испытали на мышах. Животные выживали при давлении в 200 атмосфер, которое должно было раздавить их мгновенно. Применение в медицине обещало революцию в лечении кессонной болезни и травм от взрывной волны. Российский институт океанологии в Севастополе сосредоточился на способности существ к регенерации. Одна из содержащихся в неволе особей потеряла щупальце при транспортировке. 17 дней конечность полностью восстановилась, включая сложную нервную систему и биолюминесцентные органы. Доктор Игорь Волков выделил белковый комплекс, запускающий рост новых тканей.
Первые испытания на крысах показали заживление глубоких ран за 3 суток без образования рубцов. Но настоящий прорыв случился в закрытой лаборатории Массачусетского технологического института. Нейробиолог Маркус Холл подключил электроды к мозговым кристаллам живой особи и зарегистрировал электрические импульсы сложной структуры. Компьютерный анализ выявил паттерны, похожие на человеческую мозговую активность во время сна. Существо видело сны. Холл углубил исследования и обнаружил, что кристаллы не просто хранят воспоминания, они передают их. Две особи касались друг друга, их мозговая активность синхронизировалась и происходил обмен информацией напрямую, без звуков или жестов. Это был биологический интернет, работающий миллионы лет до изобретения компьютеров. Эксперимент достиг критической точки, когда Холл попытался расшифровать содержимое памяти одного из существ. Компьютер преобразовал электрические импульсы в визуальные образы. В экране появились картины, от которых у присутствующих перехватило дыхание. Огромные структуры на океанском дне, напоминающие города. Тысячи существ, движущихся организованными группами. Нечто массивное в центре — сооружение правильной геометрической формы, явно созданное разумом. Запись оборвалась на кадре, где множество существ окружало странный объект, упавший с поверхности. Холл увеличил изображение и разглядел опознавательные знаки. Это был исследовательский зонд НАСА, потерянный в 2009 во время испытаний глубоководного оборудования. Существа разобрали его на части и унесли в разные стороны. Они изучали человеческие технологии уже 15 лет. Экстренная международная экспедиция опустила батискаф Триес-2 на координаты, извлеченные из памяти существа. Глубина 11 120 метров, на 300 метров глубже официального дна Марианской впадины. Гидролокатор показывал невозможное. Под слоем осадочных пород скрывалась полость размером с футбольное поле. Пилот Юрий Липский направил батискаф к расщелине в скальной породе. Прожектора выхватили из тьмы вход в подводную пещеру высотой около 15 метров. Стены были неприродными, слишком ровными, покрытыми тем же органическим материалом, что и конусообразные постройки на поверхности дна. Масштаб превосходил все виденное ранее. Батискаф вошел в туннель и проплыл 200 метров вглубь. Пещера расширилась в огромный купол, усеянный биолюминесцентными организмами, создававшими призрачное голубое свечение. То, что открылось взору экипажа, заставило их на минуту потерять дар речи. Город. Настоящий подводный город с сотнями строений, расположенных концентрическими кругами вокруг центральной площади. В центре возвышалась конструкция высотой с 10-этажный дом, украшенная спиральными узорами и непонятными символами. Вокруг нее двигались существа. Не десятки, а сотни особей разного размера. Некоторые переносили куски породы, другие работали над новыми постройками, третьи собирались группами возле стен центрального сооружения, где их биолюминесценция вспыхивала синхронными импульсами. Липский развернул батискаф к одной из боковых структур и обнаружил внутри нечто похожее на хранилище. Стены были уставлены нишами, в каждой лежал предмет с поверхности. Фрагменты керамики с китайскими иероглифами династии Мин. Корабельный колокол с датой 1812 год. Пропеллер от самолета Второй мировой. Обломок спутника с маркировкой СССР. Существа собирали артефакты человеческой цивилизации на протяжении столетий, создавая музей наземного мира. Манипулятор батискафа взял пробу со стены центрального здания. Анализ показал возраст органического материала – более 2000 лет. Эта цивилизация существовала еще во времена Римской империи, когда человечество только начинало освоение морей. Внезапно все существа одновременно прекратили движение и развернулись к батискафу. Сотни пар огромных черных глаз уставились на иллюминаторы. Их биолюминесценция погасла, погрузив город в абсолютную тьму. Липский включил прожектора на полную мощность. Существа не двигались, образуя живую стену между батискафом и выходом из пещеры. Одна особь, крупнейшая из всех, почти 4 метра в длину, медленно подплыла к аппарату. На ее теле виднелись шрамы и следы глубоких ран, заживших десятилетия назад. Был патриарх, возможно, старейшина всей колонии. Существо коснулось щупальцем иллюминатора, и его биолюминесцентные органы вспыхнули последовательностью импульсов невероятной сложности. Доктор Гонсалес, наблюдавшая с поверхности, запустила программу дешифровки. Компьютер работал 3 минуты, сопоставляя паттерны с ранее записанными данными. Результат появился на экране, и все в рубке управления замерли. Программа обнаружила математическую прогрессию в последовательности вспышек. Простые числа, возведенные в квадрат. Это было сообщение. Попытка коммуникации через универсальный язык математики. Существо повторило последовательность трижды, затем отплыло назад. Стена из сотен тел разомкнулась, открывая путь к выходу. Липский развернул батискаф, но в последний момент камера зафиксировала деталь, которую все проглядели. В шине центрального здания располагалась площадка, а на ней идеально круглый диск диаметром около 3 метров, отражавший свет прожекторов металлическим блеском. Это был неорганический материал.
Это был выплавленный металл, созданный в условиях, где температура плавления достигается только возле гидротермальных источников. Глубоководная цивилизация овладела металлургией. Генеральная ассамблея ООН собралась на экстренное заседание 15 октября 2023 года. 193 страны проголосовали за резолюцию о признании глубоководных существ разумной формой жизни и установлении охранной зоны радиусом 100 километров вокруг известных поселений. Бермудская впадина стала первой официальной территорией нечеловеческой цивилизации на Земле. Профессор Ямамото возглавил международную группу по установлению контакта. Команда лингвистов, математиков и биологов разработала систему коммуникации на основе световых импульсов и математических последовательностей. Через 3 месяца удалось передать первое осмысленное сообщение, серию простых чисел и геометрических фигур. Ответ пришел через 2 дня. Существа воспроизвели последовательность и добавили к ней теорему Пифагора, выраженную световыми вспышками. Корпорация General Electric получила патент на технологию органических накопителей данных на основе кристаллов из мозговой ткани существ. Компания обязалась использовать только синтезированные в лаборатории образцы, без вреда для живых особей. Первые коммерческие устройства поступили в продажу через год. Флешка размером с ноготь хранила петабайт информации и стоила $20 тысяч. Китайские медики начали клинические испытания препарата на основе метаболических соединений существ. Первая группа пациентов с кессонной болезнью показала полное выздоровление за 2 недели. Фармацевтический рынок оценил потенциал открытия в $300 миллиардов ежегодно. Самое важное открытие сделал палеонтолог Роберт Бейкер. Он сопоставил возраст глубоководных построек с геологическими данными о подводных извержениях вулканов и обнаружил закономерность. Каждый раз, когда на поверхности происходили массовые вымирания, 65 миллионов лет назад исчезли динозавры, 250 миллионов лет назад погибло 90% морских видов, глубоководные поселения продолжали существовать. Служила убежищем, где жизнь переживала катаклизмы, уничтожавшие все на поверхности. Вы только представьте, как много секретов скрывает глубина. Если вам понравилась эта история о загадках Марианской впадины, заходите на наш сайт whiteorit.com. Там еще больше интересного, ссылка в описании. Анализ древнейших образцов органического материала из построек показал возраст 400 миллионов лет. Эта цивилизация существовала задолго до появления первых людей, до выхода жизни на сушу, до формирования современных океанов. Они наблюдали, как континенты расходились и сталкивались, как зарождались и гибли виды, как крошечные приматы спустились с деревьев и постепенно превратились в доминирующую силу планеты. Капитан Танака, тот самый рыбак, выловивший первое существо, получил приглашение выступить на конференции в Токио. Он рассказал, что за 40 лет работы в море видел множество странных вещей, но никогда не думал, что однажды его сети поймают доказательства существования другого разумного вида. Последние слова его речи облетели все новостные агентства мира. «Мы всегда считали себя хозяевами планеты. Оказалось, мы просто последними пришли на вечеринку, которая длится уже 400 миллионов лет. Глубоководные существа продолжают жить в бездне, строить свои города и собирать артефакты человеческой цивилизации. Иногда они поднимаются к поверхности, оставляя на затонувших кораблях странные спиральные узоры, возможно, послания, которые мы пока не научились читать. А в лабораториях по всему миру ученые пытаются ответить на главный вопрос. Если разумная жизнь скрывалась на дне океана миллионы лет, что еще может существовать в неисследованных глубинах, о чем человечество даже не подозревает?